Всем привет, парни и девушки. Итак, иметь мощный ПК для кого-то мечта, а для кого-то необходимость из-за работы. Однако собирать его самому это долго, порой весьма дорого и достаточно рисково, если нет у вас опыта. И отличной альтернативой является готовый ПК. К примеру, очень интересный компьютер от компании, известной моим зрителям и не только. Это бренд Match Nike и модель Match Creator X39R73T5W. Вроде бы правильно назвал. Ну а если вы про фирму не слышали эту, то позвольте вас ввести в курс дела. Match Nike входит в концерн Haier Group и фокусируется на оборудовании для киберспорта, периферии, мониторах, ПК и все в этом духе. В Китае это очень известный бренд, а теперь он добрался и до России. Но, впрочем, мы тут будем говорить о компьютере, ближе к делу. Итак, чем же этот компьютер может быть интересным, вы спросите. Ну, во-первых, однозначно это весьма нетипичная форма корпуса, которую не часто можно встретить на рынке. Ну, по сути, перед вами компактная башенка, чьи обманчиво скромные габариты скрывают весьма мощное железо. До этого я имел дело разве что с ноутбуками Match Nike, так что с десктопным компьютером от этой фирмы я знакомлюсь впервые, как и вы тоже в первый раз, и это все происходит с большим любопытством. Первое, что сразу бросается в глаза, это то, как их инженеры поиграли в Тетрис с комплектующими, то есть корпус, как я и сказал выше, он компактный, но при этом внутри нас ждет достаточно большая видеокарта на 3 вертушки, далее SFX блок питания на 750 Вт и, что особенно удивительно, это водянка. Что насчет последней, мне прям очень интересно, как эта односекционная вода справится с i9 13900. Не терпится прям посмотреть на эти температуры и частоты, но хоть и корпус и в мини-формате, однако вентиляция в нем должна быть устроена в принципе правильно. Есть и поступающий воздух, то есть свежий, есть и перфорация под выброс тепла из корпуса. Имеется также вентиляционная крышка с доступом к материнке сверху, то есть нажимаете буквально там пальцем, происходит защелкивание или отщелкивание, и можно крышечку приподнять. Однако самое интересное, что этот корпус даже можно немножко кастомизировать и заменить базовую сетчатую поверхность в виде обычной тканевой на такую же стенку, но уже стеклянную. Мне кажется, так будет более симпатично смотреться, однако циркуляция воздуха, скорее всего, для видеокарты станет хуже. К слову, стеклянная панель и сетчатая идут в комплекте, то есть так было изначально задумано, что пользователь может использовать как сетку, так и стекло, в зависимости от предпочтений и задач. Стекло, чтобы можно было любоваться цветной подсветкой системы охлаждения, а сетка же для снижения температуры. Однако в нашем случае мы будем тестировать компьютер в том виде, в котором он был изначально задуман компанией. А теперь самое интересное, это начинка. Итак, еще раз давайте пройдемся скоренько по железкам внутри и посмотрим, на что он способен. В общем, материнская плата, насколько я понял, внутри у нас стоит, значит, это ASRock в мини-формате, далее на чипсете B660 и память DDR4, далее еще процессор интеловский. Еще раз напомню, это i9 13900, это мощная штука, а вот с оперативой все неоднозначно. Ее вроде и достаточно, 16 гигов на частоте 3200, а вроде и хотелось бы, конечно, и побольше. Да и одноканал в 2023 это такой, знаете, довольно противоречивый вопрос. Хотя, впрочем, в будущем, если так подумать, вы сможете еще докинуть 16, чтобы стало 32, и это будет, в принципе, довольно правильным решением. Я справедливости ради проведу тесты как в одноканале, то есть с одной плашкой, так и с двухканалом, то есть двумя плашками по 16. Использую свою память, которую я достал специально для этих тестов. В общем-то, отдельно давайте скажу еще про видеокарту. Итак, это RTX 3070 Ti. И выбор такой видяхи с одной стороны вызывает вопросы, мол, почему это не 3090 или там 4090, ведь какой бы 3070 Ti не была крутой, все равно хочется, чтобы в паре с топовым процессором была не менее топовая видяха, да и запас производительности был бы явно побольше. В общем-то, впрочем, я потом чисто для себя поискал информацию, и как я понял, Match Nike пытается сделать этот ПК, да и всю серию Match Creator универсальной, и игры, чтобы можно было запустить и от души, и софтом поработать. Ну, в общем-то, отсюда и мощный процессор на 32 потока, и куча ядер, и карточка с адекватным запасом мощности. Одним словом, это золотая середина, так сказать. Для любителей помощнее у них есть также ПК у Match Nike и с 3080 Ti, и 4080, и даже 4090. Ну и, конечно же, ноутбуки тоже мощные имеются. В общем, для владельцев этой машины в дальнейшем есть два пути прокачки, то есть апгрейда. Это расширение памяти до 32, если нужно, и еще можно, если вам покажется малой мощности 3070 Ti, то в будущем поставить 4070 Ti или еще что-то более мощное. Там будет даже ниже теплопакет, и потребление энергии, поэтому блок питания потянет даже 4070 Ti без проблем. Так что есть перспективы на прокачку однозначно. Самое важное, что прос очень заряженный, и через 5, 8, даже 10 лет это будет все еще
еще один из самых мощнейших камушков из существующих. И да, мощность такого процессора явно с большим запасом. Я немножко покрутил свои редакторы видео, там всякие записи видео, все это монтаж фото и софта, и работает за таким компьютером, с таким процессором крайне комфортно. Все работает, то есть срабатывает очень быстро, и скоростной SSD тут прям оказался в самую точку, что выдает почти 7000 метров на чтение, а это прям супер удобно в работе с видеоматериалами и так далее. То есть свои рабочие задачи этот конкретно компьютер выполняет на все 200%. Я не знаю вообще, чем можно в жизни загрузить i9 13900. Единственное, что если делаете, скажем, большой упор на проекты, то можно больше оперативы поставить. Все же 16 временами мне лично не хватает. И в идеале поставить еще одну плашку на 16, чтобы было 32. Это прям чтобы вообще не париться. И сразу в двухканале. Тем более, что стоят эти 16 оперативы, по-моему, там 3000 рублей. Это вроде бы не 13 тысяч, так что делается это просто и очень быстро и довольно доступно. Теперь давайте закроем еще один гештальт. Это исключительно геймерский вопрос. А что может потянуть такой мини-ПК в 2023 и какие будут температуры в небольшой башенке со скромной водянкой? Это мы сейчас узнаем. Итак, давайте сразу определимся, что 13900 работает в стоке, и он может сам плавно поднимать и опускать частоты, что температура была правильно приемлемой для работы. Это раз. Во-вторых, всегда можно открыть верхнюю крышку на корпусе, я уже показывал, как это делается, и еще раз малость подкинуть, скажем так, свежести и вентиляции. И в-третьих, пиковая температура железа в идеале до 75 градусов на процессоре и 80 с копейками на видеокарте. Это прям, чтобы спокойно не переживать за температуру. И как видим, в первом тесте у нас в Rainbow 6 в 4К на ультра нет проблем с фреймрейтом. Тут имеем 300 или 400 FPS с включенным DLSS баланс, но это не важно. Важно то, что температура на процессоре держится на отметке 55 минимально, возможно там 60 с копейками, и видеокарта тоже не выше 75. Однако видим, что проц понижает все же частоты пи-ядер мощных, и в бусте пиковая частота на уровне 4700, хотя должна быть где-то 5300-5400. Я уже объяснял зрителям выше, зачем это делается, да и процессор, не выкладываясь на полную, уже выдает у нас тут 300-400 FPS, так что грех жаловаться, пока что все понятно и нормально абсолютно работает. Окей, друзья, идем далее. Теперь закинем значительно более требовательный киберпанк на ультра с лучами в 4К и DLSS производительность. И тут уже мы получаем от 40 до 50 кадров в просторных и загруженных объектами локациях и 60-70 в закрытых. Однако это все, еще раз повторюсь, в 4К. И если у вас дома, например, 2К монитор, то частота будет там 70-80 кадров, это точно. Все же 3070 Ti не совсем прям для 4К, однако только в киберпанк именно с 4К мы имеем 40-60 кадров. В иных проектах у нас в 4К 80-90. Опять же, температура железа меня больше волнует, чем сам фреймрейт. И тут в киберпанке у нас уже упор идет сильнейший именно на видеокарту в 4К, и она поднялась, то есть подняла свою температуру до 82-83, что в принципе для 3070 Ti и ее 300-ваттного теплопакета это ожидаемые цифры. Иное дело, что процессор все еще держится на отметке 55-60, и это удивительно, потому что односекционная водянка спокойно справляется с нашим камнем, хотя и с пониженными частотами, еще раз напомню, все это происходит, но для 4К разрешения в игре это, я думаю, вполне ожидаемый результат, и температура тоже, я считаю, адекватная. Если же поставить в компьютере двухканальную память, две плашки по 16, что было 32, то на двух каналах мы получаем, скажем так, абсолютно никакой разницы, то есть в 4К хоть и одна канал, хоть 4 канала, все решает именно процессор и видеокарта, так что 32 оперативы в двухканале не дают вообще никакой разницы, можно хоть 64 ставить, но так вы не заметите абсолютно никаких отличий между 16 и 32 в двухканале. Еще я закинул тоже парочку новинок, это там Atomic Heart и Resident Village, и там тоже в 4К нет проблем, везде в среднем от 80 до 120 FPS, это еще раз повторюсь, 4К на ультра и DLSS баланс, результат просто отличный. Товарищ майор, проходите в холл высотки, важно. Одним словом, 3070 Ti и даже 16 оперативы все равно в одноканале могут справиться с 4К на ультра, в первую очередь за счет мощного процессора 13900. И это все в стоковом состоянии из коробки, так что сразу вкладываться в апгрейд в этом нету никакой нужды. Это топовый комп с мощными комплектующими, и цена у него соответствующая, 200 тысяч с небольшими. И тут явно есть за что платить, это топовое железо, раскрывающее возможности всех требовательных игр даже в 4К на ультра. Плюс компьютер имеет широчайший
высочайший функционал для работы с интересными проектами в области 3D-моделирования, создания видеоконтента, мультимедиа, в общем, все то, что требует больших ресурсов, все это под силу данному компьютеру. С таким заряженным ПК Machinike из линейки Match Creator можно сильно прокачать свои возможности как в играх, так и в работе. Да еще и самому сидеть, знаете, ломать голову над сборкой вам тоже не придется, что тоже для кого-то может сыграть очень важную роль. Отличный компьютер, я думаю, отличный вариант, если вы искали мощное железо в компактном форм-факторе, да еще и от бренда с мировым именем. Если кому интересно, переходите по ссылке в описании, смотрите, мечтайте, покупайте, это уже вам решать. Ну а я буду на этом уже заканчивать. Всем еще раз я желаю не болеть, друзья, и увидимся уже очень скоро. Всем удачи и пока-пока.